Добрый день, дорогие подписчики и гости канала. Сегодня с вами я, один из авторов телеграм-канала генерал СВР, генерал-лейтенант службы внешней разведки, тот человек, которого вы знаете как Виктор Михайлович. Сегодня у нас понедельник, 12 декабря, выпуск промежуточный. Мы работаем в новом формате. Я надеюсь, вам наш новый формат нравится. Я напомню, что промежуточные выпуски у нас выходят каждый день с понедельника по четверг. В пятницу у нас ответы на вопросы. А в воскресенье традиционные итоги недели с Сергеем Жирновым. Я имею в виду, это наш формат в Ютубе. И если вы поддерживаете наш новый формат, ставьте лайк к этому видео, пишите комментарии, мы все обязательно прочитаем. Я надеюсь, вы нас поддерживаете. Ну а мы начнем. Первая тема у нас довольно интересная и обширна. Сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объявил, что Путин не будет проводить ежегодную пресс-конференцию и не будет прямой линии с президентом. Как бы это ни называлось, не будет общения традиционного, по крайней мере, большого, крупного общения с прессой. Почему Путин именно сегодня отменил пресс-конференцию, я думаю, что многие из вас знают, потому что читают наш телеграм-канал, основной телеграм-канал генерала СВР. Я извиняюсь. Мы сегодня рассказывали о том, что на выходных у Путина была проктологическая операция. Некоторое время ему рекомендуют долго не засиживаться, что называется. Ну, не засиживаться не в кресле президента, не в смысле на президентском посту, а в смысле в физическом. Не сидеть долго и долго не стоять на одном месте, чтобы избежать нежелательных последствий. Так вот, именно это сподвигло Путина именно сегодня резко отменить пресс-конференцию, большую пресс-конференцию, еще раз напомню. Большая пресс-конференция подразумевает под собой, ну, равно как и прямая линия с президентом, подразумевает под собой как минимум там, ну, традиционно 3,5-4 часа хотя бы. Понятно, да, что после проктологической операции высидеть 3,5-4 часа для Путина будет проблематично, плюс большой шанс получить последствия такого действия, последствия в плане здоровья. И, конечно, Путин отменил. Сейчас Путин думает над датой возможной послания Федеральному собранию. В принципе, Путин чувствует уже себя довольно нормально, он прохаживается, более-менее все в порядке. Единственное, что, еще раз повторяю, есть рекомендации врачей во избежание нежелательных последствий, долго не сидеть и долго не стоять. Но если прямая линия или пресс-конференция подразумевает большой временной интервал задействования Путина, то послание Федеральному собранию можно вложиться и в 40 минут, ну, в крайнем случае можно, да, растянуть на час. Здесь как бы ничего страшного, видимо, нет, особенно если послание выйдет ближе к Новому году. Ну, постоит полчаса, минут 40, Путин объявит, и будет все замечательно. И, конечно же, двигают Путина к посланию, то есть заставляют в буквальном смысле, то есть напрягают уже так буквально, и близкие люди в его, люди, которые относятся к его близкому кругу, говорят: Владимир Владимирович, надо. Ведь послание Федеральному собранию — это прежде всего послание элитам. Близкий круг Путина понимает, что элиты движут сейчас основные тенденции. Причем не просто элиты являются мотором, двигателем тенденций. И недовольство элит, безусловно, выльется в определенные действия в следующем году, если не будет послания Федерального собрания. Я напомню, что основной частью элит являются как раз силовые элиты. А силовые элиты, по крайней мере, те люди, которые считают себя частью этих силовых элит, это люди, которые привыкли жить в системе. Путин, с одной стороны, строил систему. Да, здесь вопросов нет, но с другой стороны, Путин ломал Конституцию, ломал и насиловал Конституцию. Я вам скажу, что 90% силовиков крайне негативно относятся к изменениям, которые Путин вносил в Конституцию. Крайне негативно.
Большинство из этих людей формалисты. Вот они, Путин делает вид, да, что он формалист, что он соблюдает какие-то там ритуалы, какие-то, я имею в виду, традиции блюдет. Извините за интересное слово. Но именно так в какой-то мере и было. Так вот, та часть силовых элит, которая относит себя к старой школе КГБ, тут и Патрушев, и Бортников, и еще часть людей, эти люди в высшей степени, что называется, формалисты, они очень бдительно следят за тем, что происходит, и были крайне недовольны тем, что Путин изнасиловал Российскую Конституцию, крайне недовольны. И именно эта группа ждет с нетерпением, что произойдет в этом году. Отсутствие, извиняюсь, послания Федеральному собранию. Эта группа людей будет воспринимать совсем иначе, чем могут многие подумать. Это будет поводом усомниться в легитимности президента. И так довольно большие на сегодняшний день даже не неприятности, а даже не разногласия. Давайте назовем это пока назовем очень большой настороженностью, с которой относится группа силовиков к действиям президента России Владимира Путина. И уверен практически на 100%, что нежелание Путина произнести послание Федеральному собранию вызовет ответные действия у этой группы лиц. В чем они будут выражены, мы увидим уже в следующем году, если опять-таки Путин не выступит. Но вот Путина ближний круг напрягает, я имею в виду тех людей, которые относятся к ближнему кругу, это, конечно, прежде всего члены семьи и близкие друзья. Там и Юрий Ковальчук, с которым Путин недавно поссорился, там и гражданская сожительница, которая, как ни странно для многих, но имеет влияние на президента и все-таки подсказывает ему, подталкивает, скажем так, к принятию некоторых решений. Ну, кто сожительница президента, я уверен, что мы все прекрасно знаем, да, это Алина Кабаева. В прошлом гимнастка, а ныне мать детей президента и его гражданская сожительница. Также подталкивает и Путина, и дочь его Катерина, и близкие друзья, которые можно отнести к людям, которые поддерживают передачу власти Катерине, а ведь есть и такие люди. Мы уже когда-то об этом говорили здесь, и Чемизов, и те люди, которые близки к самому главе Ростеха. И здесь тоже там свои интриги, свои хитросплетения, но вот основная часть друзей и семья напрягают президента, чтобы он все-таки выступил с посланием к Федеральному собранию. Путин строптив, Путин своенравен, Путин считает, что он и сам умнее всех. Но посмотрим, кто умнее, кто дурнее, увидим уже в скором времени. Патрушев в последнее время крайне недоволен Путиным. Путин не выполняет те обязательства, которые брал на себя в преддверии даже той самой мобилизации, даже каких-то глобальных решений по отводу войск из Херсона, Основная часть обещаний, данных Путиным Патрушеву, относились к началу действий, да, то есть Путин анонсировал начало действий со своей стороны по запуску транзита, уже к началу сентября. Мы видим, что с начала сентября по сегодняшний день не было никаких действий президента, которые бы давали, по крайней мере, какой-то намек о том, что транзит начался. Нет, Путин, наоборот, зациклился на специальной военной операции, пока не хочет предпринимать никаких резких действий. Хотя Патрушев настаивает. И в последнее время Путин все же пытается как-то приободрить Патрушева, давая ему какие-то новые обещания. Чуть не клянется, что прям даже был примерно такой разговор, что, возможно,
возможно, еще раз подчеркиваю, Путин, по крайней мере, так намекал, что с Новым годом будет поздравлять Путин совместно с новым премьер-министром. Ну, кем должен быть новый премьер-министр, по мнению Патрушева, вы знаете, да, это его сын Дмитрий. Так что пока Путин морочит голову Патрушеву, пока откладывает выступление, то есть послание к Федеральному собранию, зреет недовольство в элитах, а недовольство в элитах — это, по сути, раскол, тот самый пресловутый раскол элит, которого мы все вместе с вами ждем и который мы инициируем. Со своей стороны, конечно. И фактически мы его практически дождались. Конец года, и вот, наконец, он. Я надеюсь, у президента России хватит благоразумия не произносить послание Федеральному собранию и получить в следующем году для себя огромные сюрпризы. Причем, я скажу, без разницы, будет это послание, не будет этого послания. Просто отсутствие послания только ускорит все действия и все ключевые моменты, которые должны будут произойти. Будет просто все намного компактнее по времени. Так, на сегодня, наверное, давайте все. Мы уже практически 12 минут в эфире. Хочу вам напомнить, мы вас любим. Это искренне, это главное, потому что мы работаем для вас. Если желаете нам помочь, в описании к этому ролику есть подписка на Patreon. Я попытаюсь сегодня ответить на вопросы Patreon. Возможно, завтра выйдет ролик. Ну, либо, возможно, ролик выйдет уже послезавтра. Я имею в виду ответы на вопросы для подписчиков Patreon. Ну, а у нас все с вами по плану, как мы и планировали, как мы и задумывали. Все в новом графике. Все. Еще раз напомню, мы вас любим. Всего доброго. До свидания.